Доброе утро. Время 6 час сейчас. И идет дождь. Дождь, что самое плохое, это дождик. Он без грома, вот просто начался и сеется, идет так уверенно, постоянно, уже где-то минут 40. Мне это вообще не нравится. Ой, я бы уже, конечно, проснулся бы, собирался и в 7 утра бы стартовал, а так лежу вот, слушаю, как тарабанит по крыше. Ну, единственная надежда на то, что он летний и закончится быстро. Не хочется мне еще тут ночевать от слова совсем. Делать дневку вынужденную, она абсолютно ненужная, неудобная. Вот, но под дождем идти собираться я не готов. Вчера в 9 часов все разъехались, толстопузы с детьми. Стало тихо, и тут слышу, подключают колонку с другого берега. Ну, думаю, понеслась точно. Единственное, что они где-то часов до 11 гурбанили. Ну, там мотоцикл какой-то старый, типа Минск, двухтактный, совковый, судя по звуку. Ну, в 11 они угомонились, потому что там, видимо, взрослые были. Вот, ну, все равно ласковый май я послушал, русский попсу я послушал и прочая мерзость. Вот, так что была культур-мультур программа еще. Ну ладно, ребята, в общем, жду, пока погода что-то мне не скажет. Если будет затяжной дождь, ну, придется оставаться. О, ребят, кажется, гроза приходит. Ну-ка. Да, вот, по-моему, уже просветы появились. Еще прокапывает, но уже, конечно, светлеет. Время 7 утра. Думаю, что потихоньку можно так по чуть-чуть собираться, начинать там спальник катать и завтракать. Дождь прошел, и я сел позавтракать. Что может быть вкуснее завтрака перед ходовым днем на свежем воздухе, сидя на какой-то деревянной лавочке на пляже неофициальном города Короб, бог его знает в скольких километрах от Киева. Это просто здорово. Ну а тем временем природа показывала мне свои чудеса после грозы. Облака, как всегда, после какого-то такого мелкого катаклизма, точнее грозы, были очень-очень красивые. Я хочу поделиться этим с вами. Ну что ж, завтрак закончен. Стандартная загрузка байдарки, переноска вещей. И пора, наверное, двигаться. Впереди новый день. Чудесный, прекрасный, красивый. И я с огромным удовольствием садился в байдарку и просто предвкушал, как я буду грести и наблюдать красоты нашей Десны. До свидания, это место. Не могу сказать, что оно мне очень сильно понравилось. Вот. Но все равно было неплохо. Сегодня 8-й день моего путешествия. Я его ощущаю вот реально как один день. Вот как будто я вчера встал на воду. И что-то мне кажется, что так я буду ощущать все то время, которое я буду идти. По поводу связи. В этом месте МТС нет в принципе. Лайф не работает на протяжении всей реки. Можно было даже вообще его не брать. И вот вчера я прихожу сюда. Как я уже говорил, вот это типа неофициальный пляж города Короб. Тут 8 километров от него.
как мне вчера рассказали, сюда все ездят купаться. В субботу, воскресенье тут вообще аншлаг. Вот. Так что мне еще повезло. Спал я спокойно где-то часов с 11. Гульбанили, кстати, местные. Потому что нету их. Уехали ночью, мотоцикл этот их дренчал с колонкой. Местное жлобье. И от нечего делать. Связи нет. Я взял и приблизительно посмотрел, сколько мне идти до Чернигова. Так вот, на сегодняшний день я прошел примерно 40% пути до Чернигова. И сегодня я иду 8-й день. То есть вот таким темпом, как сейчас, гребя по примерно 6-7 часов в день, более-менее постоянно, я в Киеве буду, если все сложится, если не будет суточных проливных дождей. Ну, то, что сегодня было, гроза маленькая, это я вообще за дождь не считаю. Это как бы несерьезно. То я буду в Киеве через месяц, как я и думал. То есть вот эта быстрота, которая в самом начале, сейчас утопчем спинку, вот эта быстрота, которую я в самом начале говорил, она, наверное, все-таки кажущаяся. И хоть и вода хорошая, и течение хорошее, но все равно вот такой примерно расклад. Это не хорошо, не плохо. Это нормально. Я никуда не тороплюсь. Днем туда, днем сюда. Если даже будет маленький дождик, все равно можно грести абсолютно спокойно. Ничего страшного. Он ничего не намочит. Ну, даже если будет сильный дождь, по большому счету, кроме того, что в лодку наберется вода, в байдарку, тоже абсолютно ничего страшного не произойдет. Воду можно вычерпать. То есть в такую погоду, в летнюю, ну, это все равно, что какое-то развлечение. То есть это не критично, не страшно, но все за секунду высыхает. Вот если было минус 15, вот тогда это было бы серьезно. Точнее, не минус 15, а, да уж, минус 15, плюс 15. И тогда, да, тогда холодно, ничего не сохнет, все волглое, все склизкое. И очень легко подхватить воспаление легких и так далее. А сейчас, да, намокло, встало, ну высохло за 2 часа при солнце, да и все. Все равно дождь-то теплый. Ну, по сути, опять, у меня мокнуть нечему, все в гермомешках. Я, ну, вверх, самое главное, вверх. Ноги-то пусть мокнут на здоровье. А наверх у меня есть, я взял велосипедную анрайдовскую непромокаемую курточку. Так что будем живы, не побрем, ребята. Ну и по связи. Насколько я не люблю компанию Kyivstar, я отказался от всех ее услуг, от этих жлобов и рагулей в квадрате, вот, в лице руководства. Но у местных у всех Kyivstar, и, видимо, придется в походы брать на второй мой смартфон полетный. Вот там есть слоты, я им пользуюсь как полетным, как съемочным. Он старенький, Mi Max 2, ну, свои функции как бы выполняет. И, видимо, придется туда брать какую-то именно на походы киевстаровскую карту, потому что без связи, ну, грустно. Я ничего не могу. Что-то я думал, что с МТСом тут будет повеселее. Думал, посмотрел по карте покрытия Live, тоже вроде как ничего. А на самом деле тут одна сплошная, извините, задница с этой связью. Я не могу ни сообщения отправить, даже в селах, не рассказать вам, где я нахожусь. Ничего. Это упущение, но ничего, на ошибках учатся. В таких местах, как это, конечно, останавливаться я больше не хочу совершенно, в самом крайнем случае. Вот. Ну его в баню. Ну а сейчас, ребята, мы подходим к разветвлению. Тут идет 2 острова. И по карте идут 3 дороги. Прямо пойдешь, направо пойдешь, налево пойдешь, да? Мы пойдем, ребята, с вами прямо. Пойдем прямо между 2 островами и посмотрим, что там есть.
Сейчас включу камеру на вход, и мы с вами глянем. Вот, ребята, мы подходим с вами к началу островов. Слева продолжаются ряды вот этих домиков. Такая. Но я думаю, эти домики здесь еще недолго простоят. Судя по всему, их сделали уже лет 5 назад. И они уже разбираются на дрова и все такое прочее. Так, ну и где здесь прямо? Пока мы идем налево, где протока прямо? Интересно. Может, мы еще немножко не дошли? Или опять Осмонд прибрехал? Ну, не вижу я прямо. Все время налево. Странно. Ну ладно, пойдем куда идется. Ну куда деваться? Может, это и есть типа прямо? Или этой протоки уже не существует? Кто его знает? Я не вижу ее. Стало ощутимо легче не грести. Грести, наверное, нет. Стало ощутимо легче. Ощутимо легче стал вес. Вот. Уже я нормально все умещаю так, как надо. Все вмещается с первого раза. Я ничего не перескладываю, не складываю. Я думаю, что дальше по мере подъедания еды, а если так посчитать, у меня где-то минимум на 10 дней еще полноценной нормальной еды с собой, включая сухую еду. Вот. То есть до Чернигова я могу вообще никуда не заходить. По сути, посторонних трат на еду с начала путешествия это была пачка риса. Риса можно было мне взять больше. Я очень люблю на завтрак рис с сгущенкой. Пачка сгущенки, ну пакет сгущенки ичнянской. И мороженое. Ну где-то 140 гривен я заплатил, что-то такое. Сухари, сухари и прянички еще. Ну это вкусняшки, это знаете, такое. Вот, на все 140 гривен. Все остальное вот с Киева я как везу, так и везу. Ну как везу, подъедаю потихоньку. Стекло я вырываю ямку, разбиваю и закапываю поглубже. Вот. С собой, ребята, знаете, вот показуха вот это. Вот я с собой везу банку до Киева. Стеклянную, все с собой до Киева. Все это фигня. Это никто так на самом деле из туристов не делает. Никто особо в Киев не везет. Разбил в мелкое стекло, закопал, и через там какое-то время это стекло превратится в тот же самый песок. Это не пластиковые пакеты, не полиэтиленовые пакеты. Пакеты я сжигаю, когда заканчиваются, естественно, пакеты, бутылки пустые, заканчиваются дрова в этой, господи, щепочница, я вытряхиваю, поджигаю, делаю маленький костерок на земле и сжигаю упаковку, что у меня осталось. Вот. А стекло, железные банки я сплющиваю и тоже закапываю. Они разлагаться будут дольше, нежели их обжечь. Но тем не менее они разлагаться тоже будут. И играться вот в это детство я вот буду идти, блин, и собирать по всей Десне пластиковые бутылки в свою байдарку. Ну, это не серьезно, это, я считаю, это просто обычная показуха, самая настоящая. Можно 2-3 бутылки взять, привезти, да, и потом сжечь, почему нет? Но это ничего абсолютно не изменит в масштабах реки. Нужна правительственная программа, ребята, нужны гранты, нужны неразворованные. Это не так все делается. На самом деле это мне напоминает истерию, знаете, недавнюю по сбору пластиковых крышечек для протезов. Блин, да пойдите на фирму, на завод, где производят эти крышечки, купите, блин, 1 триллион крышечек и наделайте 150 миллионов протезов, если это серьезно.
Народ собирал эти крышечки. Ну что за несерьезный бред? Я представляю себе, вот представьте себе в Германии, например, да, где делают протезы мировые ведущие, объявляется там сбор крышечек. Это можно делать там, например, для какого-то конкретного человека, там объявить сбор средств. Потом эти крышечки, я смотрю, выбрасываются, в мусорках валяются пакеты этих крышечек. Ну вот примерно это точно так же, как рядовому туристу идти и собирать по всей Десне пластиковые бутылки. Даже не хочу этим заниматься и, честно говоря, всегда с улыбкой смотрю на людей, которые заявляют: вот, блин, я возьму еще одну байдарку, но я сейчас утрирую, прицеплю за собой и буду ходить. Так возьми тогда, захватуй пароход за свои бабки. Вот, пройди по Десне, вложи деньги, собери весь мусор, а тут будет не один пароход. Ну, это будет, да, серьезно полностью. Серьезно пароход с командой, заплати им. Тогда ты очистишь Десну реально. А не силами там одного байдарочника торжественно на камеру сжечь 3 бутылки и потом говорить, что вау, я такой весь эколог. Я знаю, ребята, что много людей, наверное, со мной не согласится, но я просто говорю правду, так как оно есть на самом деле. Зачем приукрашивать какие-то события? Так, ну ладно. К слову, пластиковых бутылок я видел за все время, ну, наверное, штук 5 или 6. Что-то я думал, что их будет больше в связи с наплывом людей на Десну из-за коронавируса, из-за того, что... О, связь появилась! Офигеть! Да, представляете, а ведь сотни тысяч людей этого не видят. И ни разу в жизни не видели даже этого. Я там не говорю о каких-то джунглях Амазонки, о каких-то там лесах где-нибудь там в заброшенных мире, да, еще где-нибудь там, о бандах. Ну вот как Руслан Верин, велосипедист. Ну, сейчас у него пошли другие проекты. То он открыл бургерную в Одессе, пиарит ее. Последнее сообщение, которое я читал, он хочет на водном велосипеде пересечь, по-моему, Атлантику, не буду врать, кажется. И типа вот буду по пути собирать мусор. Ну-ну. То есть все нормально, это великолепный путешественник, образец для подражания. Но когда пиар начинает зашкаливать, ну блин. Это, конечно, лишнее. Ладно, ребят, давайте эту тему замнем. Лучше полюбуемся Десной. И сотни тысяч людей у нас, даже в Киеве, они не видели этого никогда в жизни. И никогда в жизни не увидят. Потому что максимум, что они видели, это выехать на машине куда-нибудь поближе, ну, Новоселки, в частности, под Киев. Поставить машину, 4 часа побыть, пожарить шашлыка и приехать обратно. Все. Их такая жизнь устраивает. Но мне кажется, это всерьез обедняет сознание и всерьез сужает мировоззрение. И по сравнению с такими людьми, ну, я очень богатый человек. Действительно. Потому что я могу видеть всю эту красоту и наслаждаться ей.
А весь прикол в том, что тело стареет, но мозги стареют позднее. Их тоже надо тренировать, мозги. Вот. Ну, как и любой другой орган чувства человека, кроме частично глаз, скорее всего. Тут спорные вопросы. Вот. И мозги поддаются тренировке. То есть я знаю, вот, что старые люди, они учат песни на память, они учат детские сказки на память, рассказывают, заучивают, отрывки из книги потом пересказывают, чтобы тренировать таким образом память. И вот то, что я сейчас вижу, у меня не заберет никто. Это останется в моей памяти навсегда. Воспоминания, как я уже не раз говорил, ну, это, наверное, единственное, что остается у человека. Плюс еще сейчас остается фильмы на ютубе. Когда-нибудь, наверное, YouTube тоже накроется. Но я все свои фильмы храню на жесткой диске. Так что могу потом пересмотреть. И когда-нибудь, когда у меня будут внуки, я буду говорить таким дребезжащим старческим голосом: смотри, сынок, как я, вот как надо, учись. А внук будет думать: дед, блин, да скорее бы ты меня уже отпустил куда-нибудь, нудный ты старикан. Ну, так 100% будет. Ну так, ребята, так устроена жизнь. Вроде облачка поднимаются, но все практически затянуто. Посмотрел по карте, где нахожусь. Вышли мы уже, ребят, из островов. Идем по прямой. Впереди очень красивый сосновый лес. И после островов много мест для стоянки. Ну вот, когда выходишь с острова, с левой стороны много вот таких там 3 даже или 4 крытых типа домика. Очень удобно и хороший подход песчаный. Нормально сделан. И по карте ближайший населенный пункт, который мы будем проходить близко к реке, называется Змитник. Ну, до него еще грести и грести. И дорога, говорю, ну да, хотя водная дорога. Река проходит по лесам, петляет. И вот мне очень кажется, что она будет такая, как сейчас. То есть я еще с момента старта не видел ни одной живой души. Мне очень нравятся такие места. То есть ты идешь, вот как будто ты сам. Это приятно, это, блин, ну, здорово. Никаких шумов, гамов, класс. И вот до Змытнева у нас с вами должны быть такие красивые места. И мне еще сказали, что там дальше будут какие-то огромные кручи такие. Но вроде бы, если это то, о чем я думаю, то эти кручи будут еще далеко. Может быть, завтра. Тучи, тучи, тучи. Я даже шляпу свою не одеваю. Сзади немножко проясняется. А вот впереди такие темноватые тучки. Так что, ребят, весьма возможно, мы с вами еще попадем под дождик. А может и нет. Посмотрим. Ребят, сейчас был такой интересный эпизод. Иду рыбак. Ну, в камуфляже рыбак. Такой. Откуда, говорит? Наверное, скорее всего, военный пенсионер. Я говорю, с Киева, от границы иду. Какой ты молодец, мужик, умница. Счастливой тебе дороги. Показывает большой палец. Блин, вы знаете, так приятно стало. Вот. И видно, он это говорит вот с таким удовольствием, с радостью, что говорит: молоток, правильно, наслаждайся природой. И чувствуется, что он это аж от сердца говорит. Вот аж, знаете, на душе потеплело. Все-таки хороших людей у нас много.
Время 12:45. И вот знаете, ни одной живой души. Час. Только цапли, тишина, река и деревья. И я. Ну, меня ж можно считать за живую душу? Был примерно минут 40. Ну, плюс-минус. Ни одной живой души. Ничего. Блин. Где сейчас такое увидишь, скажите, в нашем урбанизированном мире? Вообще. Вот я сейчас просто помолчу, вот послушайте. Вообще ни звука, ничего. То есть жужжат где-то шмели за километр. Вот это класс. Вот это я понимаю. Разве это не вещь? Скажите, пожалуйста, вот чтобы сходить по Десне вот так, никуда не торопясь. Эх, как же это здорово, ребята. Как же это классно. Ну я вот иду, вот сегодня 8-й день у меня. Мне не надоело ни капли, вообще не надоело. Я каждый день стою, улыбаюсь, я ложусь спать, улыбаюсь, понимаете? Я иду, я улыбаюсь, потому что ту красоту, которую вижу я, ну, ее не увидишь в городе, ее даже не увидишь близко к городу. Аисты, я, ну, небольшой орнитолог, они тут 3 видов есть. Есть полностью с белым оперением, есть такие серые, а есть черные, белые с черной попкой. Так вот, белые и серые, они пугливые, очень пугливые, они снимаются издалека, метров за 500. А вот что я заметил с белой грудкой и черной попкой, те я могу проплывать, она так посмотрит, мол, что ты тут, жабу не видел? Ну, давай, греби дальше. И пошла себе вышагивать коленками назад. Вот, а эти первые 2 категории, не знаю, они такие моментально уходят. И их тут валом, просто валом аистов. Ну, очень много. Вот место великолепное, ребята, очень красивое. Такое пасторальное, я бы сказал. Люблю такие места. Вы знаете что? Мы таки дошли практически до Змитнева. План опять сегодня перевыполнен такой. И вот тут есть одна очень интересная штука. Здесь есть развилка. Основное течение идет вправо. Вот сейчас поверну байдарку вот вправо, да. А слева показана протока, правда она без течения, которая как бы соединяет русло Десны. И она, я вижу, тут достаточно широкая. А давайте пойдем в левую протоку и посмотрим, что там. Вот мне интересно. То есть по руслу Десны, если что, мы всегда можем вернуться сюда и сплавиться. А вот если пойти на эту протоку, мне любопытно. С левой стороны такой молодой лесок идет. Обрывистые берега. Сейчас камеру... хотя вы видите, что поворачивать. GoPro, наверное, видно. Я сейчас еще чуть-чуть байдарку разверну на GoPro. Так вы можете увидеть. Лесок такой молодой. Все, ребята, я который раз думаю о том, что вот в такой поход надо было взять маленькую складную лопатку. Такую. И в крайнем случае за полчаса в песке вырубить ступеньки или там сделать подъем и спокойно становиться в том месте, где тебе приятно и где тебе хочется. На будущее я обязательно найду там не громадную, а что-то такое, знаете, там не 3 в одном, где пила, там топор, это нафиг не нужно. А именно одна лопатка, чтобы она была складывалась, чтобы я мог ее на дно положить. И в случае чего, раз, ступеньки вырубил, сделал себе как бы берложку такую уютную. И кум королю, свать министру. И отлично себя чувствуешь.
Я курсовую камеру GoPro, наверное, вообще выключать не буду. Ну, чтобы вы просто посмотрели, что это за протока, мне самому интересно. Разве что там, если такого ничего не будет. Ну, течение, да, течение идет. Тут оно замедлилось, но оно есть. Есть. И мы идем по течению, а не против течения, что радует. Так мы пришли, смотрите. Вот я уже вижу Десна. И мы с вами пересекли, оказывается, пока ля-ля тополя. И пересекли протоку. Классно. В этот раз Осмонд не обманул. Только не указал направление течения. Так указано направление течения, а вот тут не указано. Вот прошли мы через протоку. Ну ничего необычного, просто сократили путь. Вот и все. Потому что справа нам бы пришлось вот такой крюк делать и проходить прямо возле села. Ну, в этом есть смысл, если только, ребята, вам надо что-то купить, вот, набрать воды и так далее, и тому подобное. Вот слева такое интересное место. Мне нравится плесик такой. Ну, правда, лодка стоит. Ну, блин, этой лодке больше лет, чем мне. И бережочек такой, все. Вот. Причем лодка, ребята, по-моему, не долбленка, с таких надо будет посмотреть. Давайте-ка причалим и посмотрим, что там. Если там можно палатку хорошо поставить, то может тут и остановимся. Пошли посмотрим, что там. О! Ну что, ровненько, все, есть где палаточку кинуть. Место, по всей видимости, дикое. Наверное, останемся. Вот оттуда машины приезжают. Дорога не накатана, может нам повезет. И сегодня они приедут местный мотоцикл перевозить. Ну тут вообще дичь дичная. Вот, хочу сегодня наконец-то, чтобы никого не было, блин, долбанной музыки. Фух, не с моим счастьем, наверное, все-таки. Но я же могу на это надеяться, правильно? Так, ну что, раньше начнем, раньше закончим. Пора перетаскивать все вещи сюда. Вот, и ставить палатку, и все сушить и постираться. Да, я встал на стоянку, все хорошо, все отлично, вот, все замечательно. Единственное, идет гроза и уже гремит, и как бы сейчас я не попал опять под дождь. Но сейчас уже не особо страшно, потому что у меня уже палатка стоит, но я хотел посушиться, постираться, вот. В общем, не критично, конечно. На самом деле вода теплая, дождь теплый, ну вообще не критично, собственно говоря, слова совсем. Но хотелось бы все равно обойтись без этого. Ну, вы знаете, пусть лучше он льет сейчас, нежели будет лить завтра с утра, когда мне надо собираться. Вот это будет обидно. Сейчас-то до одного места. Я себе в палатку залез, а если уж совсем так возьму тент, кину и буду сидеть как кум королю, как сват министру. Но вопрос в том, что просто кидать нет смысла. Вот, потому что гроза, она быстротечная, вон сзади меня голубое небо, а там громыхает. Ты тент поставишь, а гроза пройдет. Ну, проще переждать или вообще пойти купаться, если только молнии, конечно, не будет. Вот.
А так все замечательно, все хорошо. Даже гроза это тоже хорошо. Ты чувствуешь ее на природе. Ладно, пойду немножко поубираю, чтобы если вдруг пойдет дождь, я мог быстро все схватить и закинуть в палатку.